Часть первая. Срезание угла. Навигатор говорит налево. Навигатор говно, ответил Денис, не отрывая глаз от дороги. Там грунтовка. Именно, срежем километров 20. Денис посмотрел на свою девушку Иру. Она сидела рядом, листая телефон, и выглядела так, будто уже мысленно была на турбазе, в горячем душе, с бокалом вина. Ему не хотелось спорить. Поездка и так затянулась. 7 часов за рулем, и до места всего еще 3. «Ладно», — сказал он. «Грунтовка так грунтовка». За ними ехала вторая машина. Никита и его девушка Алена. Никита был другом детства, Алена подругой Иры. Компания подобралась шумная, веселая, немного уставшая от города. Выходные в лесу, в арендованном домике у озера. Что может пойти не так? Денис свернул налево. Асфальт кончился сразу. Дорога стала узкой, заросшей по бокам кустами. Лес подступал вплотную. Сосны, ели, никаких просветов. Солнце висело низко, отбрасывая длинные тени. «Как-то здесь жутковато», — сказала Ира, откладывая телефон. Связь пропала 2 километра назад. «Это же лес», — усмехнулся Денис. «Он и должен быть жутковатым». Через 5 минут дорога раздвоилась. Навигатор молчал. Денис постучал по экрану. 0 реакции. «И что теперь?» «Давай направо», — предложила Ира. Он повернул направо. Дорога стала еще хуже. Колдыбины, лужи, ветки хлестали по стеклам. Через километр Денис увидел что-то на обочине. Сначала принял за корягу, потом присмотрелся. Коряга была металлической и ржавой, и формой напоминала ловушку для медведей. Большие зубцы, цепь, уходящая в землю. «Тормози», — сказала Ира. «Вижу». Денис остановил машину, вышел, обошел ловушку, старая, сантиметров 70 в диаметре, вся в бурой ржавчине и не пустая. В зубцах застряла ткань, джинсовая, с карманом. «Денис!» — голос Иры дрогнул. «Это не ловушка для зверей». Он пригляделся, на ткани запеклось что-то темное. «Едем обратно», — сказал он. Сзади засигналил Никита. Денис обернулся. Вторая машина стояла в 20 метрах, фары мигали. Из окна высунулась Алена. «У нас спустило колесо». «Черт!» Пока они меняли колесо, солнце село. Лес потемнел мгновенно, будто кто-то выключил свет. Денис включил фары. Луч выхватил из темноты стволы деревьев, мох, корни и чьи-то глаза. На секунду, на мгновение. Они блеснули из кустов в 20 метрах от дороги, желтые, низко над землей. Потом исчезли. «Ты видел?» — спросил Никита, бледнее. «Животное, волк. У волков глаза не светятся желтым на таком расстоянии, и они не сидят на корточках». Денис не ответил. Он закрутил последний болт, бросил домкрат в багажник. Сегодня они уберутся отсюда, подальше, на трассу. Плевать на турбазу. «Заводи», — сказал он Никите. Мотор второй машины чихнул и заглох. «Что там?» «Бензин кончился». Никита посмотрел на приборную панель с недоумением. «Странно. У меня было полбака». «Перелей из моей». Денис открыл канистру,
Пусто. Совсем пусто. Хотя он заправлялся перед съездом, и пробка была откручена. «Нас ждали», – прошептала Ира. «Не говори глупостей». Но сам он уже не был в этом уверен. Глаза из кустов, спущенное колесо, пустой бак. Кто-то сделал так, чтобы они застряли здесь, в темноте, в лесу, где нет связи. «Уходим пешком», – сказал Денис. Взяли только самое нужное – телефоны, воду, фонарики. Куда? Обратно, на трассу, километров 7. В темноте? Алена заплакала. А у тебя есть другой вариант? Второго варианта не было. Они пошли. 4. Один фонарик на 2. Лес дышал в спину холодом и тишиной. И тишина была неправильной. Без птиц, без насекомых, без ветра. Только хруст веток под ногами и чей-то шаг за спиной. Часть 2. Лес. Через полчаса они поняли, что заблудились. Тропа, по которой шли, раздвоилась. Потом разветвилась еще. Ветки хлестали по лицам, корни цеплялись за ноги. Свет фонариков выхватывал только ближайшие деревья. За ними была непроглядная чернота. «Давайте встанем», — сказал Никита. «Нельзя идти наугад». «Если встанем, замерзнем», — ответил Денис. Ночью в лесу было около 5 градусов, и они были в летних куртках. «Тогда разводим костер и ждем утра». «С чего? Ты что, спички взял?» Никита похлопал по карману. Пусто. Денис тоже не курил. Ира и Алена смотрели на них с надеждой. «Зажигалка в машине», — сказал Денис. «Отлично». Они пошли дальше. Надежда найти обратную дорогу таяла с каждым шагом. Денис пытался ориентироваться по звездам, но небо затянуло тучами. Ветер усилился. «Слышите?» – спросила вдруг Алена. Все замерли. Из темноты доносился звук. Ни крик, ни вой. Металлический скрежет, похожий на то, как кто-то точит нож о камень. Ритмично, медленно, с остановками. «Бежим!» – сказал Денис. Они побежали, без дороги, без тропы, ломая ветки, падая, вставая. Фонарики болтались, свет прыгал, превращая лес в калейдоскоп стволов и теней. Ира упала первой, споткнулась о корень, растянулась на земле, ударилась коленом. Денис подхватил ее. «Вставай!» «Я не могу, нога болит!» «Сможешь!» Он потащил ее. Сзади крикнул Никита. «Там кто-то есть, за деревьями!» Денис не оборачивался, он бежал, волоча Иру, пока легкие не стали гореть, а в ушах не зашумело. Лес кончился внезапно, они выбежали на поляну. Посреди поляны стоял дом, старый, бревенчатый, с покосившейся крышей. В окнах горел свет. «Там люди!» – выдохнула Алена. «Там есть люди!» «Или то, что притворяется людьми», – прошептал Никита. Но выбора не было. За их спинами в лесу уже не скрежетали. Там кто-то тяжело и ритмично дышал. Большой, близко. Они убежали в дом. Часть 3. Дом. Внутри пахло кровью и дымом. Ира заметила это первой. Запах ударил в ноздри, как только она перешагнула порог. Денис задвинул засов. Стены были увешаны охотничьими трофеями. Черепа оленей, кабанов и лис. Но среди них были и другие. Черепа, которые не принадлежали животным. «Нам нужно уходить», — сказал Никита, пятясь к двери. «Поздно», — ответил голос из темноты.
Из комнаты слева вышел человек. Он был огромным, по 2 метра ростом, с широкими плечами и длинными руками. Одет в засоленный комбинезон. Лица не было. Вернее, оно было, но сплющенное, асимметричное, с одним глазом нормальным, а вторым смещенным к уху. Рот искривлен, зубы острые, сточенные. За ним вышли еще двое, поменьше, такие же уродливые. В руках топор, молот и охотничий нож, похожий на мачете. «Гости!» — сказал первый, широко улыбаясь. «Давно не было гостей». Денис встал перед девушками. В руке у него был только мультитул, крошечный, бесполезный против топора. «Мы просто заблудились», — сказал он, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Отпустите нас, мы никому не скажем». «Не скажете», — согласился урод. «Мертвые не говорят». Он сделал шаг. Денис рванул к окну, схватил стул, выбил стекло, помог Ире вылезти первой. Алена уже была на улице, выпрыгнула через то же окно, порезав руку. Никита замешкался, его схватили за ногу. «Бегите!» – закричал он. «Бегите без меня!» Денис хотел вернуться, Ира схватила его за руку. Он сказал бежать. «Я не брошу друга. Ты не сможешь ему помочь, ты только умрешь». Они побежали. Сзади раздался крик Никиты, короткий, с хрустом. Потом тишина. Алена упала на колени, зарыдала. Ира подняла ее. Они бежали втроем, в темноту, в лес, не разбирая дороги. Фонарик у Дениса разбился при падении. Остался только один, у Иры. «Туда!» — крикнула она, указывая на овраг. Они скатились вниз, в грязь, прошлогоднюю листву, замерли, прижались к земле. Сверху, на краю оврага, прошел урод с топором. Остановился, посветил фонариком, желтым, тусклым, похожим на глаз ночного существа. «Девочки!» – прошептал он тонким голосом. «Выходите, мы добрые, мы только поиграем». Они не дышали, через минуту он ушел. Денис поднял голову, осмотрелся. Овраг вел куда-то вниз, к ручью. За ручьем он увидел дорогу. Асфальт, машины. Далеко, но было видно. «Вставайте!» – прошептал он. «Мы почти ушли». Они пошли вдоль ручья. Вода заглушала шаги. Денис нес Алену на плече. У нее была сломана лодыжка. Она не могла идти. Ира светила фонариком. До дороги оставалось 200 метров, когда из-за дерева вышел третий урод. Самый маленький, с ножом. «Мама!» – прошептала Алена. Урод улыбнулся. В руке у него был нож, весь в чем-то темном. «Папа будет рад», – сказал он тонким детским голосом. «Он любит молодых». Денис опустил Алену на землю, встал между уродами и девушками. Мультитул против ножа. Глупо, смешно. «Уходи», – сказал он уроду. «Уходи, и я не сделаю тебе больно». Урод засмеялся. «Слышишь, Боб, он не сделает мне больно». Из-за дерева вышел Боб, первый, огромный, с топором, за ним второй с молотом. Их было 3. Денис сделал шаг назад, уперся спиной в дерево. «Прости», — сказал он Ире. Ира не ответила, она смотрела мимо него, на дорогу. Там горели фары. Грузовик, большой, старый, с прицепом. Он ехал медленно, подпрыгивая на ухабах. Уроды замерли, посмотрели на дорогу, переглянулись. «Не наши», — сказал Боб, — «быстро уходим». Они исчезли в лесу так же внезапно, как и появились.
слились с тенями. Грузовик остановился. Из кабины вышел пожилой мужчина в кепке с ружьем наперевес. «Вы чего в лесу делаете в 3 часа ночи?» – спросил он, оглядывая окровавленную Алену, бледную Иру и Дениса с мультитулом. «На нас напали», – выдохнул Денис. «Там люди. Они убили нашего друга в доме, в лесу». Мужчина посмотрел в сторону леса, потом на них. Лицо его стало жестким. «Садитесь в машину», – сказал он. «Быстро». «Мы вызовем полицию». «Полиция туда не ездит». «Почему?» Мужчина завел двигатель, грузовик тронулся. «Потому что те, кто там живут, уже 30 лет убивают всех, кто сворачивает не туда. Полиция пробовала дважды, не вернулись». Ира сжала руку Дениса так, что побелели костяшки. Алена плакала молча, уткнувшись в плечо. «А вы?» – спросил Денис. «Вы кто?» «Я тот, кто возит им еду», – ответил мужчина, не глядя на них. «Раз в месяц, иначе они выходят на трассу. А вы – ошибка. Вы свернули не туда, и они решили, что вы еда». «Но вы нас спасли», – мужчина промолчал. Он довез их до города, до больницы, высадил у крыльца и сказал: «Никогда не возвращайтесь в этот лес», и уехал. Полиция не нашла ни дома, ни тел, ни урода с топором. Никиту объявили пропавшим без вести. Алена после той ночи не говорила полгода. Ира до сих пор вздрагивает, когда видит в лесу тени. Денис купил пистолет и карту, где отмечены все грунтовки в радиусе 1000 километров. Он больше никогда не сворачивал не туда. Но иногда ночью, когда дует ветер, ему кажется, что он слышит скрежет точильного камня за окном на улице, в темноте. И тонкий детский голос: «Мы добрые, мы только поиграем». Денис закрывает окна, запирает двери и не спит до утра. Он знает, они ждут, всегда ждут тех, кто свернет не туда.